Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Наконец-то долгожданное видео про стемпинг. Казалось бы, несмотря на всю простоту этого дизайна, отпечатывай себе рисунок и все, у мастеров остается множество вопросов. Какие использовать материалы, как правильно выполнять, чем закреплять и так далее. Обо всем в этом видео стемпинг от А до Я. Смотрите видео до конца, и у вас обязательно все получится. И не забывайте подписываться на канал. Поехали! Я готова к практической части, уже все расставила по своим местам, организовала свое рабочее место, чтобы долго что-либо не искать и все было под рукой. Стемпинг – это грязное дело, можно сказать так, поэтому обязательно используйте перчатки для того, чтобы защитить свою кожу рук от ацетон содержащей жидкости. Для защиты стола я буду использовать специальный силиконовый коврик. Коврик нужен не только для защиты стола, но и для того, чтобы ваши пластины не скользили. С него легко удалять остатки краски. В общем, очень удобный инструмент, который мне понравилось использовать, и вам его также рекомендую. На коврике удобно тестировать плотность оттенков, смотреть, как будет выглядеть лак на черных подложках или белых. Что нам понадобится помимо этого? Это обезжириватель, ацетон, то есть средство для снятия лака или гель-лака или биогеля. Та жидкость, в котором на первом месте стоит ацетон, для того, чтобы убирать излишки, остатки лака, чтобы вычищать все было красиво. Следующее – это безворсовые салфетки. Реально, которые безворсовые, потому что у вас на пластинах будут оставаться ворсинки, которые будут прилипать к штампу, и будете тратить на это много времени. И это ватные диски или ватные шарики, потому что они намного лучше убирают с пластин краску и расходуются экономичнее. Для того, чтобы убирать остатки краски со штампа, нам понадобится или скотч, или вот такая лента для очистки одежды. И теперь самое главное, что нам понадобится для выполнения дизайна. Это краски или лаки для стемпинга. Есть два варианта. Использование специальной гель-краски. Гель-краска густая, плотная, она удобна тем, что есть время подумать, как расположить дизайн. Можно не так быстро все делать. Скорость высыхания в лампе 30-60 секунд. Можно ли использовать какую-либо другую гель-краску для этого? Только если она вот такой консистенции, пастообразной и очень плотная. Гель-краска подходит для использования в тирке или использования фольги, но линии с ней получаются не настолько тонкими, как с красками. Поэтому я предпочитаю их в работе. Это специальные лаки, которые в своем составе содержат акриловую краску, за счет этого получается плотный пигмент. Можно делать стемпинг и обычными лаками для ногтей, но зачастую они не дают такой плотности и рисунок получается полупрозрачным. Поэтому я не стала с ними экспериментировать и сразу приобрела лаки, которые плотные, краски для стемпинга. Те марки, которые я попробовала и могу вам с уверенностью рекомендовать, которые хорошо отпечатываются. Это краски Dance Legend, On IQ, Swanky Stamping, Lionel, Leslie, Born Pretty и Gratol. Все эти краски очень плотные, хорошо переносятся, отпечатываются, и у вас не должно возникнуть никаких проблем с ними. Бывает такое, что при использовании краска может загустеть, быстро высыхать и плохо переноситься. Тогда в таком случае разбавьте краску при помощи специальной жидкости для разбавления лака или ацетоном. Итак, какие же стоит цвета приобрести новичку, который только хочет начать знакомство со стемпингом? Это, конечно, классика белый, черный, золото и серебро. Эти цвета я сразу рекомендую покупать в больших объемах. Остальные цвета уже на ваше усмотрение. При составлении своего набора я выбирала неоновые оттенки, потому что они очень яркие и смотрятся в данном дизайне эффектно. Пастельные цвета и, конечно же, классические: красный, синий, зеленый, желтый. Основные цвета, которые
нужны для стемпинга, но и без них можно обойтись, используя только черный и белый. Для того, чтобы защитить кожу вокруг ногтя от краски и ацетона, можно использовать специальный препарат, который называется Skin Defender. Защита кожи, что-то по типу клея ПВА, который обволакивает кожу, и вы потом его снимаете, кожа остается чистой. Следующий важный предмет в стемпинге, без которого абсолютно никак не обойтись, это сам штамп. У меня есть марки On IQ, Leslie, несколько видов Born Pretty. Этот бренд продается на AliExpress. Есть дешевые китайские варианты. И сейчас мы каждый из них подробнее рассмотрим, какому все-таки следует отдавать предпочтение. Какой штамп будет работать, а какой нет. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться к обучению и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов для начинающих и опытных мастеров по цене одного, с получением сертификата. Теперь они доступны по всему миру. Для подробной информации переходите по ссылке в описании. Все штампы, которые у меня представлены, силиконовые и прозрачные. Резиновые штампики я не использую, поскольку они очень грубые. Например, штамп от On IQ двусторонний. Он очень мягкий, упругий и липкий. Посмотрите, как мой пальчик пружинит. А внутри расположен другого вида силиконовый штампик. Он более мягкий, более еще упругий и имеет свойство растягиваться. Этот штампик нужен для того, чтобы уменьшить или увеличить рисунок. Можно сказать, что это штамп для более опытных мастеров в стемпинге. Удобно, что в штампике нет донышка. Соответственно, подушечка будет хорошо пружинить, а не будет выскакивать. Когда есть донышко, внутри образуется воздух, и часто подушечка может выскакивать. Подушечки, конечно же, многоразовые, можно их покупать отдельно, не обязательно приобретать сам корпус. Корпус быстро пачкается, и когда мы протираем с вами ацетоном, чтобы убрать краску, он портится. Это, конечно, минус и недоработка этих штампиков. Следующий у меня от марки Leslie. И он отличается по своей форме. У него не округло-сферическая часть, а плоская. Штампик очень липкий, хорошо забирает все тонкие линии, очень упругий. И можно даже отпечатывать фрагменты под кутикулой. Можно снять донышко для того, чтобы, опять же, подушечка не выпадала. Следующий штамп у меня от Born Pretty. Этот штамп я приобретала на сайте AliExpress. Имеет сферическую форму, очень липкий, очень качественный, но у него держатель более короткий, и каждый мастер здесь уже выбирает, какой штамп удобнее держать ему. Конечно, предпочтение отдаем большим диаметром для того, чтобы комфортно перепечатывать даже самые крупные рисунки. Вот такой аналогичный штампик китайский, без донышка, но подушка намного жестче и не такая липкая. Соответственно, она уже будет хуже переносить рисунок. Такой штампик мы можем выбрать при работе с гель-краской, так как нам нужен штамп более упругий. С лаками отдаем предпочтение мягким штампам. Вот этот штамп я приобретала также Born Pretty, но он совсем не липкий и очень-очень жесткий. Соответственно, переводить рисунок он будет не очень хорошо. В таких случаях этот штамп можно подготовить, взять баф и очень аккуратно пройтись по поверхности, его заматировать. Тогда вот этот глянец, он убирается и штамп становится более липким. У меня есть вот такой старенький штамп от Born Pretty. Его заматировали ученики в школе. Но его я уже использую только для пигментов, тирок, поэтому в его пористую поверхность уже пигмент проник, и он так потемнел, изменил свой цвет. И еще один вид на длинной палочке, но маленький, не сильно липкий, очень жесткий. Его я использую для маленьких объектов. Соответственно, свое предпочтение мы отдаем штампам самым крупным, самым мягким и самым липким. Они будут лучше всего забирать краску с пластины и переносить ее на ногти. Добрались мы до самого интересного – пластины для стемпинга. Я храню их вот в таком пенале.
чтобы все было сразу доступно, видно. Пластины по размеру у нас бывают небольшие, прямоугольные, на пластиковой подложке или без подложки вовсе, просто металлические. Такие пластины быстро гнутся, если их не хранить в пенальчике, быстро выходят из строя, поэтому я свое предпочтение, как правило, отдаю пластинам на подложке. Но бывают и вот такие варианты, более прочные, без подложки, почему бы и нет. И большего размера, намного больше рисунков, хоть по стоимости они и дороже, но получается выгодно. Существуют и вот такие небольшие круглые диски, на них помещается намного меньше рисунков, поэтому я их не использую в работе. Хотя иногда есть достойные рисунки, я знаю, что многие мастерами пользуются именно такими вариантами. Самый важный критерий при выборе пластин – это глубина гравировки. Если гравировка небольшая, краска будет моментально в ней высыхать, и сколько бы вы ни переносили рисунок на штамп, ничего не выйдет. Средняя гравировка по глубине и глубокая. Соответственно, та, которая глубокая, будет наилучшим образом отпечатывать краску. Какие бренды я могу рекомендовать? Это несколько бюджетных брендов, которые можно приобрести даже на AliExpress. Это Nicole Dairy и Born Pretty. И еще несколько брендов, которые очень мне понравились. Это Swanky Stamping, глубокая гравировка и красивые рисунки. Leslie. Вот такая пластина, я считаю, должна быть у каждого мастера, где цветочки – это прямо самый топ, то, что хотят клиенты. Пластинки от Clio. Вот эта пластина с анималистичными принтами очень актуальна. Я надеюсь, вы знаете, что анималистичный принт уже не один сезон остается на пике моды. Куда же без геометрических узоров. Нам не придется с вами их долго рисовать кисточкой, а просто отпечатаем стемпингом от Юлии Белей. Имень. И пластины, которые мне просто безумно понравились, это Такеда. Здесь есть и мелкие элементы, и надписи, и в некоторых пластинах есть полноценное изображение на всю ногтевую пластину, на пластиковой подложке, в красивом чехольчике. Вот прямо они покорили мое сердце. Что касается пластин, какой дизайн выбирать, здесь уже смотрите по своим клиентам, потому что они все у нас разные. Любят они у вас флористику, абстракцию, или геометрию, или импрессионизм, или какие-то черепа, я не знаю. В общем, здесь на ваш вкус. Самое главное, когда вы приобретаете пластину, смотрите, чтобы хотя бы 4 изображения вам нравились. Если вы покупаете пластину только ради одного изображения, мне кажется, это нелогично. Лучше взять пластину, на которой несколько изображений вы сможете предложить клиенту. Но однозначно, что, по моему мнению, должно быть у мастера, это обязательно флористика, цветы. Мы будем выполнять несколько дизайнов, используем таких пластин. Это изображение на всю ногтевую пластину, их также называют коврики. Линии, которые ничего не значат, вот такая вот легкая абстракция, сейчас смотрится очень стильно и актуально. Как я вам уже сказала, анималистичные принты, например, бабочки для любителей нежного, порхающего и всего красивого. Такая пластина популярна у любительниц смелого маникюра. И различные надписи, тонкие линии в виде тату. Смотрится очень красиво черным цветом. Хорошо, если в вашем арсенале будут пластины под любой запрос клиента. Но что самое важное, не только иметь пластины, а отработать, показать демонстрацию на типсах, как это будет смотреться, как это будет выглядеть. Потому что если вы видите красивый рисунок на пластине, то это далеко не факт, что он будет красиво смотреться в дизайне, который вы выдумали. А когда клиент видит уже готовый результат на типсах, он просто тыкнет пальчиком, и вы будете на 100% уверены, что эта краска с этой пластиной, с этим штампом работает и будет хороший результат. И еще одна вещь, которая нам понадобится, это скрапер или скребок для того, чтобы убирать излишки краски. Некоторые бренды продают набор скраперов, которые разные по жесткости. Например, Soft очень мягкий, Normal средний по жесткости и Strong
очень жесткий. Зачем? Зачем все эти карточки, казалось бы? Но здесь есть определенная логика. Когда мы работаем с тончайшими линиями, нам нужно, чтобы краска попала в гравировку. И в таком случае мы будем использовать мягкий скрапер. Если мы с вами работаем с гель-краской, нужен очень жесткий, вот такая твердая пластина. Кто-то использует вместо скрапера банковские пластиковые карты. Да, их тоже можно использовать, но свое предпочтение я отдаю брендированным специальным скраперам разной жесткости. Мы рассмотрели с вами материалы, которые необходимы для дизайна стемпинг. Если у вас остались вопросы, пишите в комментарии, и я постараюсь на них ответить. Приступаем к практической части и начнем, конечно же, с самого простого, просто с переноса рисунка на типс. Такие дизайны наиболее красиво смотрятся на камуфлирующих базах. У меня база с шиммером. Такой дизайн у нас займет очень мало времени, потому что мы просто сделаем покрытие цветной камуфлирующей базы с выравниванием ногтевой пластиной, далее дизайн стемпинг и покроем топом. А смотреться это будет намного интереснее, чем однотонка. Подготавливаю пластину. У меня Swanky Stamping 46. Перед использованием протираю ее обезжиривателем, для того, чтобы она была чистенькая, без остатков ацетона, потому что ацетон имеет свойство оставлять белую пленку, такую белесую, на пластине. После просушки базы или цвета снимаем липкий слой обезжиривателем. Будем использовать яркий неоновый оттенок. Я нанесу лак и после этого под углом 45 градусов буду выполнять быстрое резкое движение для того, чтобы убрать краску с пластины. Иногда я буду делать два движения. Первое у нас будет распределять краску, а второе снимать. Нельзя ставить пластину под углом 90 градусов, так как это будет царапать пластину. Нельзя это делать много раз, так как пока вы будете махать скрапером над пластиной, краска засохнет. Поэтому движение должно быть четкое. И пока вы только учитесь, отработайте именно это движение, быстро убирать краску с пластины. Либо вы это можете делать на себя. Здесь кому как удобнее. Иногда мы смотрим по рисунку, какие здесь преимущественно линии. Если линии вертикальные, то мое движение будет сверху вниз. Если линии преимущества горизонтальные, то движение у меня будет слева направо. Рядом я кладу салфетки для того, чтобы сразу убирать остатки на скрапере материала, чтобы он был всегда чистым. Сразу подготавливаю свое рабочее место, чтобы у меня все было под рукой. Липкая лента слева. Мне удобнее, если она стоит слева. Готовые чистые штампы. Открытая краска, которая стоит рядом с пластиной. Пластиночка лежит ровно. Скраперы лежат на половинке коврика, для того, чтобы я их могла быстро взять. Не на коврике, потому что мне будет тяжело подцеплять, а именно половинка лежит на коврике. Первая ошибка, когда мастера берут мало-мало материала, экономят и вот начинают его тонко размазывать по рисунку. Пока мастер все размазывал, краска уже успела подсохнуть и ничего не снимается. После каждого раза очень тщательно убирайте остатки лака. Сейчас еще пластина влажная. Я жду некоторое время, пока влага испарится от ацетона, или могу протереть сухой салфеткой. Если пластина будет влажная, вы нанесете краску, посмотрите, какими кусками она ложится. Не наносится равномерно. Это ошибка. Следующая ошибка, когда вы используете вместо ацетона обезжириватель. Он полностью не убирает остатки цвета. Цвет забивается в гравировку, остается в ней. И потом, когда вы уже наносите повторно цвет, предыдущий оттенок, который забит в гравировке, не даст хорошо отпечатать. Поэтому пластиночка должна быть чистая. Во время тренировки вы будете без конца стирать рисунки, краску и надышитесь ацетоном, поэтому обязательно одевайте защитную маску. Я пока готовила данные дизайны, так надышалась, что уже у меня просто голова шла кругом от этих дизайнов, от этого ацетона. Выбирайте жидкость, которая будет не так сильно пахнуть, но я пока такую не нашла. Если вы знаете, пожалуйста, напишите мне в комментариях. Итак,
Наносим большое количество краски на рисунок под углом 45 градусов, снимаем лишнюю краску, убираю остатки о салфетку и переношу. Многие мастера делают следующее движение. Накрывают рисунок и сильно давят, тем самым впечатывая рисунок в пластину, и рисунок получается неравномерным, плохо краска снимается. Штампик очень мягкий и любит такую же мягкую работу. Во время очистки мы его нежно перекатываем. Также мы его будем перекатывать и по пластине. Справа налево или слева направо, сверху вниз или от себя. Перекат не принципиален, делайте так, как вам удобно. Я всегда забираю рисунок со штампа таким образом, чтобы рисунок у меня оказался в центральной части штампа. Вот видите, я прижимаю штамп и видно, что рисуночек у меня в центральной части. Наносим рисунок, скрапером убираю остатки. Вот здесь коварный момент. По краям пластины металлическая подложка приподнимается. И сейчас не очень хорошо снялась краска в этой области. Поэтому я поступаю следующим образом. Я снимаю краску, смотрите, к себе. И уже абсолютно другой эффект. Краска снялась хорошо. Перекат. И следующий важный момент, который вы должны сделать, перевернуть штамп и посмотреть на рисунок. Устраивает он вас, все ли вы сняли так, как хотели. Убрать излишки при помощи липкого валика. И теперь мы готовы к переносу на типс. Но пока я вам все это рассказывала, болтала, наша краска успела засохнуть на штампе и ничего не перенесется. Поэтому краска или лаки любят быструю работу. Здесь нельзя медлить со временем, нужно работать очень быстро. А для того, чтобы работать быстро, вы должны просто потренироваться, посидеть день-два, и у вас все будет получаться. Важно, что со штампа я не убираю ацетоном ни в коем случае краску, потому что штамп будет от этого портиться. Он станет мутным, и вы просто не увидите рисунок. Очищаем всегда о липкий ролик. Ватный диск быстрее убирает краску, и его можно использовать повторно, в отличие от салфетки. Салфетка быстро забивается лаком, из нее быстро испаряется жидкость, поэтому лучше использовать ватные диски. А мы продолжаем с вами выполнять правильную технику. Наношу краску, снимаю резким быстрым движением ее, выполняю перекат, делаю переворот, смотрю на рисунок. И когда я вижу, что краска у меня стала матовая, это говорит о том, что она готова к переносу. Я ставлю на типс центральную часть, придавливаю, у меня вот прямо штампик пружинит, и аккуратно убираю. И мой рисунок перенесся. Рисунок занял большую часть типса, но мне хочется добавить еще несколько деталей. Попробуем с вами использовать белый силиконовый штампик, который позволит нам уменьшить рисунок. На данном этапе я не прочищаю пластину, потому что буду использовать другой рисунок. Я за один раз все потом почищу, наношу на новый рисунок, убираю излишки. И теперь вот так вот сложив штампик, выполняю перекат, отпускаю, и мои вишенки стали меньше, уже. Все лишнее убираем и выполняем перекат на ноготь клиента. Получились узенькие вишенки. Давайте еще сделаем один рисунок. Резким движением убираем излишки, выполняем перекат, растягиваем наши губки, чтобы они стали больше, придавливаем. На этом примере я вам показала, как можно уменьшить изображение и увеличить. Сейчас я сотру, переделаю, уже чтобы ничего друг на друга не находило. И смотрелось это красиво. Именно поэтому важно все изначально попробовать, тренировать и уже на клиентах повторять, а не тестировать на клиенте. Ждем, пока пластинка высохнет. Подписывайтесь на мой инстаграм, там вас ждет еще больше полезной информации. В таком дизайне самое главное чередовать крупные предметы и мелкие, тогда будет смотреться эффектно.
можно перекрыть как глянцевым, так и матовым топом. Позже я вам расскажу, как закрепить дизайн на клиенте. Я перекрываю матовым топом. Отправляем на просушку в лампу. Вы можете использовать один или несколько цветов и выполнить такие дизайны. Немного усложним и выполним дизайн с разными цветными гель-лаками и выполним небольшую подложку под них. Покрываем камуфлирующей базой или гель-лаком. Отправляем на просушку на 30 секунд. Подготовка такая же, просто снимаем липкий слой с покрытия. Далее беру цветные гель-лаки, чтобы они красиво просмотрелись, и выполняю какие-нибудь хаотичные полосы или капли ставим. Здесь не принципиально. Отправляем на просушку. Пока просушивается гель-лак, подбираем необходимую пластину и цвета. Цвета открываем для того, чтобы не тратить на это время. Беру одни из самых популярных пластин у меня. Это Swanky Stamping и Flora on IQ с растительными орнаментами. Они одни из самых популярных. После того, как лак просушился, снимаю липкий слой. Наношу краску, снимаем, перекатываем, убираем излишки и переносим. Такие дизайны особенно эффектно смотрятся под матовым топом. А еще очень красиво, когда вы используете черный цвет. Такой дизайн получился. Выполним еще один в зеленых оттенках. Следующий вид стемпинга называется теневой. Как будто бы у нас есть тень за рисунком. Для данного дизайна нам понадобится молочный оттенок. Вы можете использовать молочную базу или молочный гель-лак. Можно и просто камуфлирующий, тоже очень красиво смотрится. Просушиваем в лампе. В своем инстаграме я проводила опрос, какой из данных дизайнов вам понравился больше. И больше всего голосов было за 3-й и 5-й вариант. Давайте сделаем 5-й вариант. В качестве подложки здесь у нас использован серый оттенок, а верхняя прорисовка черным. На 3-м варианте здесь серая подложка и белая как прорисовка. Соответственно, нам понадобится черный и серый цвет. После просушки делаем серую тень. Ждем некоторое время, чтобы подсохла краска. Это приблизительно 30-60 секунд. Все зависит, конечно, от производителя. Если это лак для ногтей, то больше. Снова перекрываем тонко молочным цветом или камуфлирующим, тем, которым вы пользовались. Отправляем на просушку. Лаки сразу закрываю для того, чтобы они не высыхали. После просушки снимаю липкий слой. И теперь черной краской отпечатываем. Убираем остатки. И самое важное, выполняем отпечаток с небольшим сдвигом. Следующий дизайн — это послойный стемпинг. Очень похожий эффект со сдвигом. Напоминает 3D картинку, 3D изображение. Для этого я буду использовать пластину от On IQ. Покрыла тип с белым цветом. Снимаю липкий слой. Отпечатаем сначала синий оттенок, такой голубой. Теперь красный. Переворачиваем, смотрим, когда краска станет матовой, она готова к переносу. Делаем небольшой сдвиг, отпечатываем. Такой эффект 3D. Перекрываю также матовым топом. Мне кажется, особо стильно эти дизайны, такие 3D, смотрятся под матовым. Следующий выполним дизайн на весь ноготь, так называемые дизайны-коврики и с использованием анималистического принта. Для декора мне понадобится тонкая фольга, как сусальное золото. На липкий слой выкладываю частички. Вы можете использовать любую фольгу, переводную, отрывную. Могут быть какие-то другие блестки. Все, что вы хотите. Приглаживаем. Перекрываю тонким слоем базы, чтобы не сделать излишнего объема. Просушиваем. Выбираю анималистичную пластинку от Clio с глубокой гравировкой. Прочищаю то место, где у меня будет рисунок. Подготавливаю ноготь, снимаю липкий слой с базы. Буду использовать черную краску. Наношу на половину рисунка.
перекатываю, убираю все лишнее по краям и теперь придавливаю. При этом, если я клиенту делаю, оттягиваю кутикулу, перевожу штамп по бокам, чтобы бока были также закрыты, и убираем. Посмотрите, вообще, мне кажется, потрясающий дизайн, смотрится очень стильно. Ждем, пока подсохнет краска, и перекрываем матовым топом. Перекрываю я очень аккуратно, как по воздуху. Отправляем на просушку. Вот что у нас получилось. Следующий у нас дизайн наподобие, коврик, но уже с переходом амбре. Выбираю нужный мне дизайн, буду использовать белый и розово-неоновый оттенок. Покрыла тип с белым цветом, розовый у меня будет у кутикулы, белый на свободном крае. Белого даже можно чуть больше нанести, чем розового. Начинаю смешивать, чтобы посередине получился плавный переход. Снимаем, убираем излишки, переносим и перекатываем на бока. Перекрываем топом. Следующий дизайн называется реверсивный стемпинг. Один из самых непростых, потому что требует вашей внимательности. Использую пластину от Takeda, фрукты. Покрыла ноготь белым, просушила, снимаю липкий слой. У нас с вами будет черная обводка у дизайна. И внутри мы с вами раскрасим фруктик. Выбираем рисунок и отпечатываем. Пока что оставим так. И хочу вот эту вот долечку. Перепечатываю на другой штамп, на пустой. Теперь наша задача заполнить цветными красками при помощи кисточки наши фрукты. Для этого подбираю нужные мне цвета. У нас такой будет лимончик, вот такие яркие листики, плюс зеленый. Сам лимончик будет неоновый, плюс желтый, и нам понадобится белый. На палитру ставлю нужные мне цвета. Сейчас сначала откроем их все, чтобы не тратить время, потому что если сразу ставить на палитру, то краска будет подсыхать. То есть мы всегда с вами готовим все. И теперь ставим на палитру цвета. Использую кисточку Рублев Колонок. Смешиваем до того оттенка, который мы хотим, например, вот такой мне хочется лимончик. То есть краски можно смешивать между собой. И заполняем тонким слоем. Кстати, одна часть у меня будет таким плотным, желтым, а другая неоновым, полупрозрачным, чтобы была тень. И сразу же на втором штампике прорабатываю. Смешиваю еще чуть-чуть побольше с белым. Прорабатываю вот эти внутренние части. Кисточку вытираем о салфетку, смоченную в ацетоне. Поэтому не берите какую-то дорогую кисть, она у вас очень быстро выйдет из строя. Внутри прожилки мы прокрашиваем белым. Краска уже начинает сохнуть. Нужно успеть. Сам лимончик у нас такой будет яркий. И здесь осталось листики. Где-то делаю посветлее, темно-зеленым оттеняю, чтобы было интереснее читать этот рисунок. Такой дизайн уже, конечно, требует больше времени, и стоить он должен дороже. Оставляем, чтобы фруктики подсохли. И для того, чтобы перенести дизайн на типс, на ноготь клиента, у нас уже все засохло, вся краска, мы воспользуемся с вами бескислотным праймером. Праймер у нас образует пленку липкую на поверхности, которой приклеится стемпинг. Не нужно много праймера, тонкий слой, даем время немного подсохнуть. И теперь каким образом мы выполняем перекат. Удобно, что штампики наши прозрачные, мы с вами можем посмотреть цвет, который раскрасили. Ставим, сильно придавливаем. И теперь постепенно я начинаю приподнимать рисуночек. Если вдруг он где-то не отпечатался, я снова прикладываю, придавливаю. Очень красиво. И еще наша долечка. Прикладываю, сильно продавливаю, перекатываю. И постепенно, очень медленно убираю. Ну, посмотрите, просто обалденная красота. Посмотрим какое-нибудь слово подходящее. Вот у нас есть лимон. Мы с вами давайте зеленым сделаем, чтобы дополнить всю картину. И обводку продублируем черным цветом. Также перекроем матовым топом.
Несомненно, если выполнять рисунок при помощи ручной росписи, был бы другой эффект. Снимаем липкий слой с матового топа. Вот такой яркий сочный дизайн у нас получился. Дизайнов, которые мы можем придумать со стемпингом, масса. И с использованием втирок, и с использованием цветных пигментов, блесток и любых различных декораций. И вот такие волны, горы, многослойный стемпинг. Все ограничивается лишь вашей фантазией. И сейчас я вам расскажу, как правильно закрепить стемпинг на клиенте. Как закрепить стемпинг на клиенте? Часто бывает такое, что при нанесении топа рисунок начинает растворяться, на покрытии образовываются такие кратеры, лужицы. Дело в том, что идет несостыковка лака, краски и топа. Нужно сменить топ. Либо вы можете использовать сначала тонкий слой базы, просушить, а затем уже покрыть топом без липкого слоя. Или базу заменить на топ с липким слоем. Если вы хотите перекрыть матовым топом, сначала покройте топом с липким слоем, сотрите липкость и затем покрывайте матовым топом. Таким образом будет более надежная сцепка. Если все-таки проблема вот этого растворяющегося материала, лужиц не уходит, используйте бескислотный праймер, тонко покройте стемпинг и затем уже перекрывайте топом. Я часто перекрываю топом просто с небольшим выравниванием, не в 2 слоя, а в 1. Но здесь нужно подобрать топ, который 100% будет держаться. Мне нравится топ без липкого слоя от Mystic с ультрафиолетовым фильтром. Именно он хорошо держится. И матовый топ от IQ Phantom. Им я даже пробовала перекрывать просто в 1 слой с небольшим выравниванием, без дополнительного покрытия топом с липким слоем. Пишите в комментариях, каким топом пользуетесь вы. Это будет полезной информацией для тех, кто в поисках того самого идеального топа, который подходит для стемпинга. Ну что ж, стемпинг — это очень красивый, современный, модный дизайн. И выполняется он быстро и просто, если знать определенные нюансы. Надеюсь, вас вдохновило мое видео. Пробуйте, тестируйте. Я по-настоящему покайфовала, пока выполняла данные дизайны. Ставьте пальчик вверх, если вам понравилось это видео. Желаю всем успехов в работе. Пока-пока!